Привет, Арми. Заткнись на минутку. Послушай внимательно. Не камбэк. Не тизер. Не фанком. Но... Одна фраза Чингука из Японии смогла заставить весь фандом Тикук потерять контроль. Как будто, после всего этого времени. После стольких скрытых моментов. После тысяч теорий и кусочков пазла. Чингук наконец решил заговорить. Не признанием, а песней. И не просто какой-то песней. На радиошоу All Night Dnieper Next. Когда ведущий спросил: какую песню BTS вы рекомендуете включить между полуночью и часом ночи? Чингук на мгновение замолчал. Не потому, что колебался, а потому, что выбирал, основываясь на своих чувствах, а не на мыслях. А затем очень тихим, очень личным голосом. Сейчас зима, поэтому я выбираю Blue Ampersand Grey. Да, я рекомендую Blue and Grey. Стоп. В этот момент фандом рухнул. Потому что каждая Арми знает. Blue Ampersand Grey — это не просто песня. Это жизнь Тэхёна. Песня, которую он написал, когда его разум был мрачен, когда на сердце было тяжело, когда жизнь казалась слишком одинокой. Так почему же Чингук? Из всех песен BTS. Из всех своих собственных песен. Из их 10-летней дискографии. Выбрал песню Тэхёна. В самый эмоциональный час ночи. Зимой. Вот факт, который делает все еще безумнее. Арми не забыли. Джин сказал какое-то время назад. Настанет особенный день для двух людей, которые так сблизились за последнее время. Тэхён, похоже, сдерживал улыбку, обсуждая холодную ночь в прямом эфире. Чингук продолжал выбирать то, что связано с Тэхёном, не упоминая его имени. А теперь... Он назвал самую личную, самую эмоциональную и самую уязвимую песню, которую Тэхён когда-либо писал. Это не рекомендация песни. Это символ. Это послание. Это момент, переданный в тишине. Чингук как будто говорил: «Я выбираю тебя». Даже в самое холодное время года. И как только эти слова слетели с уст Чингука, все изменилось. Потому что для обычного человека это была просто рекомендация песни. Но для Арми, особенно для тех, кто следит за Тэхёном, это было ответом. Годами мы наблюдали, как они защищают друг друга, сближаются, отдаляются, а затем снова сходятся, словно притяжение между ними было слишком сильным, чтобы сопротивляться. Годами мы были свидетелями истории любви, которая никогда не была произнесена. Но всегда чувствовалось. И в ту ночь Чингук, казалось, перестал прятаться. Зима, полночь, чувство одиночества. Синий и серый. Это была не просто эстетика, это было эмоциональное состояние человека, думающего о конкретном человеке. Потому что ни в одной другой песне BTS такого нет. Написанное прямо из сердца Тэхёна. Созданное, когда он чувствовал себя одиноким и уставшим. Имеющее темное, но нежное чувство, как будто он скучает по кому-то. И тогда Чингук выбрал ее. В самый сентиментальный момент дня. В чужой стране. Без камер других участников. Без чьего-либо руководства. Это был выбор сердца. И армия увидела закономерность, слишком повторяющуюся, чтобы быть совпадением. Чингук играл любимые песни Тэхёна. Чингук упомянул зиму, элемент, всегда связанный с Тэхёном. Чингук продолжал говорить о чувствах, а не о рекламных планах. Чингук молчал, но выбрал метод, понятный лишь определенным людям. Как будто они сменили стратегию. Не слова. Не посты. Не совместные селфи. А коды. Символы. Знаки, которые могли понять только те, кто следил за их жизнью с самого начала. А если провести черту? Когда Джин сказал:
Будет особенный день для двух людей, которые так сблизились за последнее время. Это прозвучало как предупреждение, а не как обычное замечание. Как будто Джин знал, что происходит или что это произойдет. И теперь, видя, как все складывается. Зима. Синий и серый. Самый тихий час ночи. Тэхён, молча улыбнувшийся, когда речь зашла о холодных ночах. Джин, сказавший, 2 человека становятся ближе. Казалось, все они играли в одну и ту же игру. Не для публики, а друг для друга. И Арми знала, даже не выслушивая признания. Когда кто-то выбирает самую болезненную, самую уязвимую, самую личную песню, написанную другим человеком, и играет ее как рекомендацию для самых глубоких эмоциональных моментов. Это была не просто песня. Это была любовь, переданная без слов. И если у той ночи был голос, он, казалось, шептал. Даже когда в мире холодно. «Я с тобой, точка». И впервые за долгое время. Арми не просто теоретизировала. Арми чувствовала, что что-то движется. Это не было совпадением. Это было не воображение. Это было что-то реальное. Что, возможно, в конце концов, больше невозможно было скрывать. Предупреждение для Арми. Прежде чем это видео закончится. То, что вы сейчас услышите, не совпадение, а закономерность. А закономерности никогда не появляются без причины. Готовы? Итак, начнем. Большая теория, код Уинтер. Когда Чингук сказал, сейчас зима, поэтому я выбрал Blue Ampersand Grey. Арми сразу же почувствовали дежавю. Почему? Потому что годами один и тот же символ неизменно появлялся в самых личных моментах Тэкука. Зима. След. Тэхён написал Blue Ampersand Grey зимой, когда чувствовал себя одиноким. Чингук выбрал «Зиму» в качестве названия песни. Тэхён сказал в прямом эфире, холодными ночами кажется, что обнимаешь кого-то, не прикасаясь к нему. Чингук опубликовал фотографию снежного пейзажа перед уходом в армию, без подписи. На старых фан-сайтах Тэкука их называли «зимними парнями». Совпадение. В BTS нет ничего случайного, особенно когда речь идет о Тэкуке. Теория 2 о посланиях песни. Почему Чингук не выбрал популярную, оптимистичную или безопасную песню BTS для промоушена? Почему Blue Ampersand Grey – самая эмоциональная песня Тэхёна? Горячая теория в фандоме гласит. Чингук не выбрал песню, которая нравилась публике. Он выбрал песню, связанную с воспоминаниями с кем-то. Если посмотреть на это поближе. Самая личная песня Тэхёна. Чингук играл ее в самый сентиментальный момент. В чужой стране, когда рядом не было других участников. Со вступлением «It's Winter Now». Как будто это было не послание Арми, а послание Тэхёну. И что делает эту теорию еще более взрывоопасной? Чингук знает, что Blue Ampersand Grey – это песня, о которой Тэхён меньше всего хочет говорить поверхностно. Поэтому, если он выбрал ее, значит, он понимает боль, историю и истоки песни. Самый тихий, но ясный способ сказать «Я тебя слышу». И теория фандома завершается так. Это не конец истории Тэкука. Это начало новой главы, той, которую рано или поздно будет трудно скрыть. В конце концов, хотите верьте, хотите нет, Арми. Но одно сегодня несомненно. Blue Ampersand Grey возвращается к жизни не из-за зимы, а потому что кто-то ее написал. А мир Тэкука? Он уже никогда не будет прежним после сегодняшнего вечера. Если вам понравилось это обсуждение теории, не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы алгоритм знал, что Арми все еще активен. Оставить свои мысли в комментариях,
Ваша теория может стать следующей частью. Подписаться и включить уведомления, потому что мы будем обсуждать следующий сигнал. Поделиться с другими участниками Тыкука, чтобы они могли помочь разгадать эту загадку. Потому что мы еще не закончили. Это только начало, увидимся в следующей части.